Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет общий расклад Таро на любовь, на отношения, где мы посмотрим мысли, чувства, планы, действия загаданного человека. И также посмотрим, что будет дальше и какие советы, подсказки, инсайты дадут нам карты Таро сегодня в отношениях по отношению к загаданному человеку. Это гадание Таро для мужчин и для женщин сегодня подойдет одновременно. Я буду стараться давать толкование значений карт в раскладе максимально универсально, чтобы вы могли применить к себе в своей ситуации. Итак, начнем с того, что посмотрим, кто пришел на расклад, с какой ситуации, чтобы вы понимали, ваш ли это расклад. И выпадает 12-й аркан, аркан висящий. Ситуация у вас зависла, дни тянутся как резина. Возможно, вы страдаете, но это весы, и, скорее всего, поскольку у вас равновесия нет, но кто-то страдает в этих отношениях намного сильнее, а кто-то слабее, да? Ну, если вы страдаете поровну, ну, такое возможно, но тогда вам все равно, в принципе, тогда будет, и вы бы тут не гадали. Поэтому я скажу так, кто-то из вас страдает сильнее. Хорошо. То есть отношения приносят боль, вава, как говорится, да? Ваш жезлов, вы постоянно ждете от мужчины, если вы женщина, какого-то предложения, визита, звонка. То есть ждете его инициативы, ожидаете. А мужчина такой немножко в позу встал и не хочет проявлять инициативу. Видишь, какой, да, серьезный парень. Да, и не можете прошлое отпустить. Вот не можете вы его забыть, он вас тоже не может забыть. Но больше здесь мужчина не отпускает, конечно, по пятерке кубков, скучает, тоскует. Но учитывая то, что аркан 12 часто говорит, здесь говорит больше о вас, да, может быть, и вы, и он не можете отпустить. Прошлое в ваших отношениях, оно, знаете, как было. Оно уже не один день, эти отношения, оно вспыхнуло, прогорело, и теперь вот как будто бы вы тоскуете, что ли, один за другим. Любите, причем любите друг друга. Скорее всего, вы страдаете одинаково в этих отношениях, что он, что вы. И если вы чувствуете, что вы страдаете в этих отношениях вдвоем, тогда напишите, потому что у меня такое изначально было, что весы все-таки здесь, уравновешены, и вы страдаете вместе. Но я посмел предположить, что страдает кто-то больше. Если кто-то больше здесь страдает, напишите, как вы считаете, кто больше, да? Любовь есть здесь. Как минимум, она все еще никуда не делась. Вот здесь и сейчас есть очень сильная тоска. А если есть тоска, значит, есть какие-то чувства. И на ближайшее будущее у вас тоже выпадает карта двойка кубков. А двойка кубков – это принятие ситуации. Угу. Смотрите, выпадает дополнительная карта «Змея». И змея требует особой, мудрости, с одной стороны. То есть отношения, зрелости в отношениях требует. Да? То есть эти отношения могут еще быть недозрелыми, как таковыми. С другой стороны, эта карта, она может говорить о какой-то скрытой или опасности, или скрытых неожиданностях. Но все-таки эта карта почему-то у меня идет как шанс сейчас, вот в этой композиции. Это шанс. Это не разорванные еще отношения, никак. По висящему мы имеем как минимум крепкий кармический узел, благодаря которому вы как минимум страдаете в отношениях и не можете их отпустить. Почему? Потому что есть чувства. Учитывая то, что дополнительная карта падает, у меня такое ощущение, что цикл не закрыт, и вам нужно дополнительно что-то еще прожить в этих отношениях. Да? И вы, по идее, это понимаете, что ли. Но и мир, видите, выход. Высшие силы видят. Это позиция 6 у нас всегда, уж вы помните, да, что я ложу как подсказку духов.
В этой ситуации нужно искать выход. И тут нужно понимать, вам нужно искать выход, чтобы урегулировать эту ситуацию. Но висящий – это часто о регулировке какой-то может быть. Или выйти уже из этой ситуации. Поэтому я так скажу. На раскладе человек, мужчина или женщина, который все еще любит, который все еще привязан к отношениям, у которого неразорванный кармический узел, соответственно, незакрытый гештальт в отношениях. Старший аркан висящий, аркан духа, мир. Это о чем? Это о том, что конче необходимо, да, или очень нужно, да, или очень нужно, да, искать выход из этой ситуации. Эта ситуация, она не может уже быть так, потому что она приносит просто боль, страдания, тоску. И знаете как? Если вы чувствуете, что в груди и в животе печет, или изжога там, или, может быть, жжение какое-то, да. А у нас это вот 2-3 чакра, условно говоря, где-то вот здесь. Или несварение есть, да, вот проблемы с желудком, проблемы с сердечной чакрой. Больше там. 2, 3, 4 чакра сердечная и желудочно-кишечная, да, волевая. Вам нужно, как будто бы, знаете, принять решение, уйти или остаться. И если остаться, то понять, как урегулировать миром эти отношения. А если уйти, то это еще интереснее, как убрать эти чувства изнутри себя. То есть, как отказаться от этой тоски, любви. Потому что этот человек вам приходит во снах. Смотрите, 5 кубков и 2 кубков. Это чистая 7 кубков, это сны идут. И знаете как? Или он вам постоянно кажется, или кажется, что он вот-вот придет, или вот-вот вернется, вот. Или вы вот-вот вернете эти отношения. Вот такое идет. И знаете, вот здесь вас этот человек, он обжег. Особенно мужчина здесь обжег женщину. И у меня почему-то такое ощущение, что здесь у человека проблемы с кожей. Именно вот. Почему идет? Не потому, что здесь змеи, да, это такой новый оракул, да, карты змеиные, да, но вот именно вот почему-то у меня такой, как будто бы, может быть, порез какой-то получился, да, или он вам, что-то как-то там, может быть, синяк какой-то оставил, не знаю, или какой-то, может быть, у человека был шрам. Вот такое что-то есть. Может быть, на почве нервной у вас, да, вот на напряжении нервном, эмоциональном начались проблемы именно с кожей. Чешется, зудится, может быть, высыпание, какие-то вот такое что-то идет. Почему? Не знаю, откуда оно идет. Хорошо. Давайте теперь еще посмотрим, что вас связывает до сих пор. Что вас до сих пор связывает. Проверим 12-й аркан. А вы достигли определенного результата, и достижение этого результата было оплачено высокой ценой или даже не высокой ценой, а большим количеством усилий, огня. То есть вы потратили на эти отношения много огня. Что это? Это много страсти, много тепла, много любви, много действий, много усилий приложили. Здесь даже дело не в деньгах по этой карте, а вот вы, такое, знаете, было такое ощущение, как будто бы вы вот добились своего. И вот уже, знаете, как будто бы вы схватили Бога за бороду, да? Ладно, хорошо. А за что он, ваш партнер, да? И для мужчин, и для женщин, помните, да, подходит. За что ваш партнер поступил с вами так, как он поступил? То есть, за что он вас обжег? Или из-за чего? А вот мужчина здесь проявил силу. Знаете почему? Потому что он не смог быть под контролем женской энергии. Женщина пыталась быть сильнее мужчины, а мужчина оказался сильнее. Особенно если мужчина огненной стихии. Посмотрите, какая концентрация. Огонь, огонь, огонь. 3 огня. Особенно если он лев, овен и стрелец. Особенно. Женщина какой здесь стихии? Скорее всего, воздух. Воздух. Особенно воздух. Но в принципе... Этот расклад, если женщина смотрит, она может быть любой стихией. Здесь все стихии в этой карте в том числе. Поэтому, смотрите,
женщина пыталась там укусить мужчину, да, напасть на него, или укротить этого льва, да, а не тут-то было. Смотрите, 5 кубков, тоска уже у вас как минимум 5 дней, 5 недель, 5 месяцев, а может быть даже и 5 лет. Ну, конечно, больше к месяцам, но могут быть и годы здесь все-таки. Что он чувствует к вам сейчас? Нет, не сейчас. Не сейчас. Это в прошлое мы смотрим. Давайте все-таки спросим, что он чувствовал к вам, когда входил в эти отношения? Подъем. То есть он надеялся, что эти отношения будут развиваться и приносить успех. Причем будут приносить успех обоим. А вот теперь, любил ли он вас? Любил ли он вас? Ну, вроде бы как и сейчас любовь есть. Но вот давайте в прошлое копнем. Любил ли он вас? Сразу нет. Этот человек как будто бы сразу страдал. Причем, опять-таки, учитывая, что тут рядом 3 пентаклей, может быть, у него закончились прошлые отношения или были параллельно. То есть, сразу он не влюбился в вас вот прям с первого взгляда. Это было, наверное, происходило путем вот этих вот приложением каких-то неимоверных усилий. Вот только после этого начало это происходить. Ну окей, то есть какая-то влюбленность или какие-то чувства сформировались. Хорошо. То есть для любви к вам у него чего-то не хватало. Может быть духа, может быть энергии, может быть времени. То есть это нехватка, острый дефицит, проблемы. То есть сразу, может быть, даже вы входили в отношениях, где у вас были какие-то проблемы или у него прям проблемы были. Да? Хорошо. Давайте спросим о змее. Было ли мудро изначально заводить эти отношения или углубляться в эти отношения настолько, насколько вы зашли в них по 9 жезлов и по висящему, да? Было ли это, разумно? Вот. Разумно ли было с вашей стороны настолько углубиться в эти отношения? Разумно ли было? Вы знаете, оно-то было, может быть, и неразумно. Так, тут дело не в разуме. Понимаете, вы поддались чувствам. Это было слишком. То есть это было неразумно, но это было, не глупо, а именно вы не могли ничего поделать со своими эмоциями. Может быть, вы жалели человека, может быть, он вас спасал. Тут такое может быть. Но это было слишком, поэтому разумно ли это было? Нет, это было чересчур. То есть вам нужно было изначально не торопиться. И вот торопление приводит нас к 12-му аркану, к висящему. То есть, как говорится, поспешишь, людей насмешишь или попадешь в какую-то ловушку. Да? Что было, смотрим пока прошлое, что было для вас раньше выходом из этой ситуации? Или шанс, который вы упустили с этим человеком? Вам надо было подчиняться, но, может быть, вы проглядели его жесткость, жестокость. Карта достаточно часто о психопатии какой-то, да, то есть характер или и характеры, может быть, какие-то отклонения от нормы. То есть, что было для вас изначально выходом? Если вы видели, что человек изначально жесткий, то вам изначально нужно было уходить из этих отношений. Либо вы не могли подчиняться этому человеку, поскольку, хотели покорить льва, да, то есть делали все по-своему. Он хотел так, как он хотел, потому что он знал, как он хотел, да, король мечей. А вы хотели по-своему. То есть каждый, знаете, как с точки зрения весов смотрел на ситуацию со своей стороны, а у нас висящий задает темп, да, то есть у каждого была своя точка зрения, и она была несгибаемой. У него так 100%, потому что у вас не получается его согнуть, а у вас тоже, соответственно, вы же в этой ситуации. Поэтому карты изначально, духи тебе говорять, а куди ти смотрел? Или куди ти смотрела? Або, знаєте, є така приказка дуже гарна українська. Очі бачили, що обирали, да? Або що брали. Так и здесь. Вы же видели. То есть изначально мудростью было для вас чересчур не торопиться и присмотреться, да, вот как-то вот, как не с огня, не с воды да в полумя, да, как говорится.
Чего вы добились в этих отношениях? Ну, в прямом и в переносном смысле. 9 жезлов. Чего вы вдвоем добились? Сейчас смотрим. Вы знаете, вы добились какой-то цели. Оба. Мы вдвоем смотрим. Ну, он добился красивой женщины. Вы получили умного мужчину, может быть, и красивого в том числе. Но вы достигли цели. И карты вроде бы как говорят, что кармический узел не разорван, то есть вы не закрыли гештальт, а это как будто бы вы, может быть, вы достигли, вы научились мечтать и ставить цели, да, но добились, это цель всегда. У меня почему-то сейчас идет, вы добились правды. Или вскрылась какая-то правда вам. Хорошо. Его чувства к вам сейчас. Мы смотрим сейчас, то мы прошлое смотрели немножко. У него все умерло внутри. У него все чувства умерли. Но какая-то страсть в нем все равно живет. Это 13-й аркан, тут Скорпион. И чувств у него нет, но висящий формирует пристрастное влечение. Поэтому я вам так скажу. У него такое чувство, что он вам что-то или не отдал, или не вернул, да, ну, не отдал, не вернул, да, взял, но не отдал, да, или что-то забрал и не отдает. И его влечет, но он это в себе подавляет. В чем суть его внутреннего конфликта? Давайте посмотрим. Ну, по 9 кубков он, знаете, он пытается найти свою зону комфорта. Он пытается сделать так, как ему выгодней. И даже не только, опять-таки, дело не в материальном, не в деньгах, не в выгоде, а так, как ему спокойнее, знаете, как бы в кайф. В чем его внутренний конфликт? Возможно, вы, как партнерша, нарушаете его зону комфорта. Ну, так часто бывает, к сожалению. И у меня очень много вот раскладов, особенно вот с психологической точки зрения, часто люди смотрят. И там эта карта, ну и не эта карта, а вообще эта ситуация, она часто является камнем преткновения, которая порождает конфликты, разъединения, паузы и разрывы, да, разные. Чего ему в вас не хватает или не хватало? Ну, не хватало, посмотрим. Чего не хватало? Вы не давали ему свободу. Именно свободу. То есть ему бы отдалиться, а вы за ним. Или а ты куда? То есть вам надо было, чтобы его было много, а ему нужна была своя зона комфорта. 8 кубков, ему нужно было уходить. И ему даже надо было, может быть, это делать и тайно, потому что здесь полная луна, да, вот, или явно, то есть явно, скорее всего, не хватало свободы этой, да, вот, свободы, зоны комфорта и так далее, да. И вот чем сильнее, вот идет такой поток сейчас, вот прислушайтесь, вы так много и долго были вместе, что перегорели так быстро, перегорели, смотрите, воздух, висящий, соединение, огонь, перегорание, что сейчас нужно, я не знаю, собрать целого Змея Горыныча, чтобы он дал нам мудрый совет, как выйти из этой ситуации. Ну окей, давайте посмотрим, что сейчас он думает о вас. Его мысли о вас сейчас. Ну, во-первых, он где-то немножко жестковато с вами повел себя, и он жалеет о том, что произошло между вами. И он не знает, как перед вами оправдаться, как появиться на глаза, как с вами начать диалог и как вот избавиться от всего негатива, который накопился между вами за то время, пока была эта горячая стадия в ваших отношениях. Ну хорошо, давайте теперь посмотрим, что он планирует по отношению к вам. Посмотрим вот эту звезду, да, то есть будущее немножко, да. Будущее, планы, цели, да, вот. Даже вот что он изначально планировал по отношению к вам.
Не было какой-то конкретной цели. У меня такое, знаете, что он был на раздорожье, и он не знал, кого выбрать, да, или что выбрать. Да, то есть, может быть, у него даже отношения не на первом месте стояли. Такое тоже часто бывает, кстати. Ну, окей. Хорошо. А что изначально вам мешало очень сильно, да? Что очень сильно изначально мешало вам двоим? Могли мешать дети, здесь ваш пентаклей, и мог мешать финансовый вопрос, где либо вы были не уверены в нем скорее, ну, либо он был не уверен в вас, потому что это внешняя карта, то есть кто-то в ком-то был не уверен в финансовом аспекте. Окей. А что его, ну, изначально ему, что вот больше всего подходило, да, ну, устраивало? Знаете, тут, знаете, что угодно могло устраивать по этой карте, все и ничего, но я бы сказал, что его все устраивало. Чистая карта, белая карта. А с другой стороны, пиши все сюда, все, что хочешь. Поэтому я всегда по белой карте говорю, что все ок, все классно. То есть, что его устраивало, все устраивало. Но, видите, камнем преткновения могли быть дети и деньги, а все остальное могло устраивать. Белая часто о постели. Могла устраивать постель здесь. И его, скорее всего, устраивало, что он начинает что-то с чистого листа с вами. Скорее всего, возможно, он пробовал, ваш партнерша, начать с чистого листа. Давайте посмотрим, что оказало максимальное влияние на ваше отдаление или на его уход, особенно если мужчина отдалился. Ну, его величество, всесильный контроль, паранойя. Значит, ты куда, ты зачем, ты почему, ты мне не доверяешь. Тревожность. Тревожность, недоверие, мысли и действия. Здесь чувств особо нету. Знаете, этот вот наш змеиный разум, да, или там наш разум рептилии, да, агрессия. Агрессия, подозрение, недоверие, тревоги. И, знаете, люди – это ж такое животное, да, которое размножается при любых условиях, кроме одного. Сами понимаете, о чем я сейчас буду говорить. Когда есть тревога, тогда не работают никакие гормоны, тогда не работают ни мужские половые, ни женские. И тогда что срабатывает? Беги. То есть, вот он и убежал. Повышенная тревожность, напряженность. Вы начали напрягать партнера. И вот оно чересчур. То есть, ну, либо вы, как партнер или партнерша, боялись потерять. Ну, паж мечей – это, скорее всего, не соперник и не соперница. Ну, если только не враг у вас был какой-то. Давайте посмотрим. Следующий вопрос. Врагов пока не будем смотреть. Где вы перешли ту грань, которой уже было, як кажуть, що занадто, то не здраво. Но здесь оно все в том же сценарии идет. Паж мечей, девятка мечей. Ну, во-первых, всесильный контроль, недоверие, подозрительность, тревожность. Вы начали болеть в этих отношениях. Именно болеть, ну почему? Потому что либо боялись потерять, либо, может быть, заболели, либо у вас какой-то травматичный опыт был в прошлых отношениях, понимаете? Ну, тут по-другому никак не скажешь. Либо вы пугались, ну, то есть испуг, болезнь, недоверие и тупиковая ситуация. То есть вы испугали партнера по большому счету, ну, либо он вас начал пугать. Тут уже смотрите, применяйте к своей ситуации. Если вдруг сейчас вы вот не вместе вас разъединило, что именно разъединило? Ну, это как бы последний шаг, ну, или капля, да, или соломинка, которая сломала хребет верблюда, а это уже вот та сила, да, которая разъединила вас. Ну, давайте глянем.
Ну, а сила разъединила вас уже физическая прямо сила. Это рыцарь мечей. Но опять-таки, смотрите, мечи, мечи, мечи. Все мечи. Паж, девятка и рыцарь. У вас был в конечном итоге какая сила? Прямо силовой. Прям вы руками друг друга, наверное, уже там отталкивали. Или он вас оттолкнул. Ну и это больше мужская карта все-таки. Мужчина решил резко действовать. То есть, может быть, в нем вспыхнул ярость. Король мечей, рыцарь мечей, паж мечей, девятка мечей, мир. Тут вы очень сильно поссорились. Ну, потому что ситуация дошла до предела, да, то есть она напряжена была так сильно, что просто капец, как говорится. То есть эти отношения стали больными. И смотрите, здесь у нас двойка мечей, мечи, паж, девятка, рыцарь и вот по этой пустота. Знаете, так и хочется вас обоих обвинить, конечно. Ну, тут не обвинить, а вот найти причину, да. Но в отношениях всегда виноваты, в кавычках, где тут зеркало, да, не зеркало, камера, двое. Хорошо. О чем он думает сейчас? Или что он хочет сейчас сделать? Давайте вот эту карту посмотрим. Ничего не хочет. Смотрите, как вы друг дружку достали. Лянь. Пятерка мечей. Это одна из самых худших карт. Хорошо. Если он что-то и хочет сделать, то лучше его не трогайте. Если будете его сейчас трогать, он вас ужалит. Пятерка мечей – это коварство, подлость, поэтому будьте осторожны, этого человека лучше сейчас не злить, не напоминать о себе. Ну и, может быть, пока не писать, не звонить. Почему? Потому что очень много мечей сконцентрировано. Хорошо. Но если вам ничего не делать, а что ж вам тогда делать, паж пентаклей, да? На что рассчитывать вам? Что делать, на что рассчитывать? Ну, вам сейчас важно позаботиться как минимум о своем здоровье, и, возможно, у вас есть какое-то любимое дело. Позаботиться о своих деньгах, о своем бизнесе, то есть перевести внимание. Для женщин, если у вас есть какой-то знакомый, друг, особенно если он телец, дева или козерог, можно с ним пообщаться, да. И вам нужен сейчас человек. И, скорее всего, это мужчина земной стихии. Поэтому обращайтесь к мужчине земной стихии, и будет вам счастье, как говорится. Но ищите опору в мужчине. И этот совет, он подходит и для мужчин, и для женщин сейчас. Если шансы, и что может быть шансом на возобновление этих отношений с чистого листа? Есть шансы. Шансы у вас внешние, поэтому, если говорить именно об этих отношениях, є така гарна приказка «від лягло, но від грудей». И вот у него тоже отойдет, и, скорее всего, он, знаете, как отойдет ему вот это все плохое, и его попустит. Ну, по этой карте, по пажу. Я говорил об этих отношениях. И мы сейчас смотрим. Давайте спросим, простит ли ваш партнер вас? Ну, вот этот вопрос зададим. Простит ли он вас? Ну, или насколько это быстро пройдет, да? Да, рыцарь жезлов. Смотрите, это отдаление, но все равно мы спрашиваем о цели. Цель достижима. То есть у него к вам, ну или по отношению к вам отпадет вот это вот дурные мысли по поводу вас. Хорошо. Как вам сейчас выходить из депрессии, из какой-то, ну, из тупика? Как вам выйти из тупика в этих отношениях? Туз мечей, надо действовать. Как действовать? Действовать активно, но я вас, як кажуть, благаю, да, или прошу, ну, умоляю, да. Пока дайте вашему партнеру остыть, чтобы прошло некое время. Сколько, да? Ну, я смотрю, у вас тут 5 дней, 5 месяцев или 5 недель. Вот дайте 6. 6 дней, 6 месяцев, 6 недель. Вот так.
Давайте смотреть. Рыцарь мечей. Опасны ли для вас эти отношения? Если опасны, то чем? Сценарий непредсказуемый, но если вы начнете отношения с чистого листа и учтете прошлые ошибки, то тогда отношения будут менее опасными. Помните, я говорил о каком-то мудром решении? Поэтому здесь дураки оба. И они учатся на своих ошибках, к сожалению. Окей. Давайте теперь спросим пятерку мечей, способен ли он на предательство, этот человек, или на какое коварство он способен ли. Единственное, на что он может, на что-то плохое, незаконно что-то сделать. Что-то несправедливо, незаконно. Поэтому возможно, это возможно, особенно если у него есть проблемы с законом, или он может подключить сюда власть имущих, служителей закона и так далее. Да. Будет ли он вам помогать? Короля Пентаклей проверяем. Не сейчас. Пока нет. Восьмерка мечей, нет помощи. Здесь не жди по восьмерке мечей. Может ли он создавать вам трудности? Да. Помогать будет ли? Вряд ли. Хорошо. Можно ли рассчитывать на его искренние чувства к вам? Да, но вам нужно восстанавливать свою энергетику, и он вас боится. Здесь королева жезлов, а это ведьма. Как минимум, он вас неадекватно воспринимает сейчас. Да, вы можете взять его под контроль, но вам нужен какой-то принципиально другой подход. Вообще другой. С этим человеком, так как вы себя как бы ведете, условно говоря, да, у вас не получится просто. Козырный вопрос спросим. Рыцарь жезлов – это любовники. Есть ли любовница? И проверим треугольник. Здесь тройка, видите, пентаклей там было. Есть ли любовница? Давайте я так скажу. Если вы знаете, что он любит только вас, конечно, у него любовницы нет. А если вы знаете, подозреваете любовницу, да, или сомневаетесь, что он только вас любит, возможно. Я по этой карте всегда скажу, что есть выбор, или, как минимум, есть тот или та, кто соблазняет, да. Что он будет делать в ближайшем будущем? Будет решать вопрос с семьей. И может ли он с вами решать этот вопрос? Потенциально, да, если у него нет семьи. На какой отчаянный поступок он может решиться в ближайшем будущем? Его отчаянный поступок. Отчаянный, да? Ни на какую. Он не будет рисковать и отчаянных поступков делать не будет. Но при одном условии. Если вы не будете вторгаться в его границы, и если не будете его доставать, как минимум, на 1 сезон больше, чем 5. А через 1 сезон больше, чем 5, мы посмотрим с вами совершенно другой расклад. Возможно, на похожую тему. Мира вам и вашим мирам. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.